Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что вы здесь смотрите это новое видео, которое я записала для вас. И в этом видео я вам расскажу о 10 выражениях, 10 русских словах, которые мы очень часто используем и которые вам нужно знать, чтобы лучше понимать русских, когда мы говорим. Итак, меня зовут Мария, я преподаватель русского языка и культуры. Добро пожаловать на мой канал. Итак, эти слова и выражения очень важны, поэтому берите тетрадь и записывайте. Я вам объясню эти выражения, я вам дам примеры, как мы их используем, а в конце видео мы с вами сделаем маленький тест, чтобы вы смогли проверить, хорошо ли вы поняли значение этих слов. Так что давайте начнем. Если вам нравятся мои видео, то подписывайтесь на канал. Итак, первое выражение. До лампочки. Мне до лампочки. Это значит абсолютно все равно, безразлично, не волнует. Da igual, no importa. Например, он может говорить обо мне что угодно. Мне это до лампочки. Él puede decir todo lo que quiera de mí. A mí me da igual. Мы выражаем безразличие. Nos da igual. Или еще один пример. Какая погода будет завтра? Жара или ливень? Мне до лампочки. Я все равно весь день буду сидеть дома и работать. Давайте переведем. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Calor o lluvia me da igual, porque yo estaré en casa todo el día trabajando. Мне до лампочки. Тебе до лампочки. Ему до лампочки. Ей до лампочки. Очень важное выражение, запомните его. Переходим ко второму выражению. И это слово «кстати». Используется, чтобы добавить новую актуальную мысль в разговор. По-испански, кстати, это por cierto. И давайте посмотрим примеры. Мы отлично провели время в парке. Lo hemos pasado muy bien en el parque. Кстати, ты знаешь, что там открыли новое кафе? Por cierto, ¿sabes que allí han abierto una cafetería nueva? Да? Мы говорим на одну тему, а потом переходим на другую тему разговора. Поэтому употребляем слово «кстати». Второй пример. Фильм мне очень понравился. La película me ha gustado mucho. Кстати, режиссер этой картины мой старый знакомый. Por cierto, el director de esta película es mi buen conocido. Кстати, запомните это выражение тоже. Третье выражение, и это слово «короче». Короче. В разговорной речи это слово употребляется для подведения итога. Para concluir algo. И обозначает в общем, como en general, ¿no? Или одним словом, en una palabra. Мы можем что-то долго-долго рассказывать, а потом короче.
и закончить мысль. Давайте посмотрим это в примерах. Первый пример. Мы пытались починить машину сами. Intentábamos arreglar el coche por nuestra cuenta. Потом вызвали эвакуатор. Luego llamamos a la grúa. Потом ждали запчасти. Luego estábamos esperando las piezas. Короче, ремонт занял неделю. En una palabra, el ремонт es como cuando arreglamos algo, el arreglo, o como es en español. Hemos tardado una semana en arreglar. Хорошо. Второй пример со словом «короче». Короче, договорились. Встречаемся завтра в 6 у входа в кинотеатр. Bueno, en una palabra. Venga, ya hemos quedado mañana a las 6 en la entrada al cine. Да? Возможно, перед тем, как сказать эту фразу, они долго разговаривали. Был какой-то разговор, какой-то диалог, и в итоге подвели итог короче. Хорошо, теперь четвертое выражение, и мы говорим в смысле. В смысле, когда мы что-то не понимаем, недопонимаем, или когда мы удивляемся, мы используем это выражение. И означает оно, что ты имеешь в виду. Объясни подробнее. В смысле? По-испански мы тоже говорим «en qué sentido?». Давайте посмотрим примеры. Завтра мы никуда не идем. В смысле? Ты же обещал, что мы поедем на пикник. ¿Ah? Mañana no iremos a ningún sitio. Y otra persona pregunta, ¿en qué sentido? Prometiste que vamos a hacer un picnic. Хорошо. И второй пример. Ты совсем не помогаешь мне по дому. В смысле? А кто вчера мыл посуду и выносил мусор? No me ayudas en casa. Y la otra persona contesta, ¿en qué sentido? Ayer, ¿quién ayer fregó los platos y tiró la basura? Итак, вопрос, да, слово «в смысле», когда мы что-то не поняли и переспрашиваем. Переходим к пятому выражению, и это слово «по-любому». По-любому. Значит, обязательно. В любом случае. Точно. 100%. En español decimos en cualquier caso. Например, соперник сильный, но наша команда по-любому выиграет этот матч. El rival es fuerte, pero nuestro equipo va a ganar en cualquier caso este partido. По-любому. ¿Vale? Aquí expresamos la certeza, no estamos seguros de algo. Ты можешь отказаться идти со мной в кино, но я по-любому пойду и посмотрю этот фильм. Один. Tú puedes no venir conmigo al cine, pero yo en cualquier caso iré y veré esta película. Итак, выражение «по-любому». ¿Да? Da igual pase lo que pase, pero eso sí que va a pasar, va a tener lugar. Хорошо, следующее, шестое выражение. Да нет, наверное. Да нет, наверное. Это выражение очень странное, потому что здесь мы говорим «да», мы говорим «нет» и мы говорим «наверное». И все это вместе. Да нет, наверное.
Да, вот такой странный русский язык с такими выражениями. Что же это значит? Да нет, наверное, означает скорее всего нет. Я не знаю, мне хотелось бы, я сомневаюсь, но лучше нет. Да, это отказ. Да нет, наверное, это отказ. Хорошо, 2 примера. Первый пример. Ты завтра пойдешь с нами на концерт? Vienes con nosotros mañana al concierto? Да нет, наверное. Я еще не решил. Много дел накопилось. Seguramente no. Todavía no ha decidido, pero tengo mucho que hacer. Да, когда вы слышите этот ответ, будьте уверены, что это нет. Скорее всего, это нет. Как думаешь, он успеет закончить отчет до вечера? ¿Qué opinas? ¿Le va a dar tiempo a acabar el informe esta tarde? Да нет, наверное, слишком уж много там работы осталось. Seguramente no, porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Итак, запомните это выражение «да, нет, наверное». Хорошо. Еще одно выражение «без проблем». Без проблем значит «да, конечно, договорились». Используется как ответ на просьбу или вопрос. Когда нас о чем-то просят, да, мы можем ответить без проблем. Да, конечно. Например, можешь забрать меня с работы сегодня вечером? ¿Me puedes recoger del trabajo esta tarde? Да, без проблем. Буду в 6. Sí, claro que sí, sin problema, ¿no? Estaré a las 6. Хорошо. И второй пример. Спасибо, что помог донести сумки до квартиры. Gracias por ayudar a llevar las bolsas, ¿no? hasta la puerta del piso. Y la respuesta. Без проблем. Рад был помочь. Sin problema. No, todo bien. Me alegro de poder ayudar. Итак, выражение «без проблем». Хорошо. И еще одно выражение. Выражение слово «фигня». Фигня – это значит что-то неважное, что-то несерьезное, что-то, что не имеет значения. Algo sin importancia, una tontería, ¿vale? Una cosa sin importancia ninguna. Примеры. Что это за фильм? ¿Qué película es esta? Какая-то фигня скучная. Выключай давай. Es una tontería aburrida, ¿no? Apágala ya. И второй пример. Он сказал, что это сложная задача, но, по-моему, это полная фигня. Я решу ее за 5 минут. Él ha dicho que es un problema complicado, pero según yo es una tontería, ¿no? Y lo voy a resolver en 5 minutos. Итак, слово «фигня». Есть еще синоним, и это ерунда. Фигня, ерунда. Хорошо, и нам осталось 2 выражения, последних 2, и потом мы с вами сделаем тест. Итак, слово «прикольно». Прикольно. Как прикольно. Еще мы можем сказать «классно». Как классно или как интересно, как забавно, как здорово. Да? По-испански es qué guay. Qué guay, qué bien, genial. Когда мы чему-то или удивлены, или рады. Примеры. Смотри, какую новую футболку я купил. Mira qué camiseta
Nueva he comprado, me he comprado. О, прикольно смотрится, тебе идет. О, se ve genial, ¿no? Que a ti te va muy bien. И второй пример. Представляешь, я выиграл 2 билета на концерт. Imagínate, he ganado 2 entradas al concierto. Ух ты, прикольно. Ала, qué guay, genial. Итак, слово прикольно, классно, здорово. И последнее слово, последнее выражение, и это слово блин. Блин в русском языке означает блюдо. По-испански это креп. Да, мы едим блины, мне очень нравятся блины, но еще мы используем это слово, это очень распространенное слово, да, когда что-то происходит, что-то плохое происходит, и мы выражаем досаду, да, какое-то огорчение, что-то не так, что-то плохо. По-испански можно сказать «ховар», «холин», да, по-русски «блин». Примеры. Блин, я забыл ключи от квартиры дома. Теперь придется возвращаться. Да? Joder, me he olvidado las llaves del piso. O las llaves de casa, ¿no? Ahora tendré que volver. Или второй пример. Ну блин, что ты так долго собираешься? Мы же опаздываем. Jolín, ¿por qué tardas tanto en prepararte? ¿No? Llegamos tarde. Это слово очень часто употребляется. Мы его говорим очень часто. Отлично! Мы с вами выучили 10 выражений на русском языке, которые мы говорим очень часто. Теперь давайте проверим, хорошо ли вы их запомнили. А для этого мы с вами сделаем маленький тест. 10 вопросов, 10 фраз. Одна фраза для каждого слова, для каждого выражения. Сначала вы увидите первые 5 фраз. Мы сделаем это упражнение, 5 фраз, а потом я вам покажу на экране еще 5 фраз, и мы тоже их сделаем. Ставьте паузу, делайте, а потом возвращайтесь к видео, чтобы проверить. Итак, давайте начинать. Первая часть нашего теста, и здесь у нас 5 фраз. И нужно добавить слова, которые вы видите наверху, до лампочки, кстати, без проблем, короче, да нет, наверное. Давайте прочитаем с вами эти фразы. Ты можешь помочь мне купить билеты на поезд? Конечно. ¿Puedes ayudarme a comprar billetes para el tren? Я ждал автобус час, потом шел пешком, потом потерял карту. Estuvo esperando el bus durante 1 hora, luego iba andando, luego perdí la tarjeta. Я очень устал y опоздал на встречу. Estaba muy cansado y he llegado tarde para la reunión. Третья фраза. На улице идет дождь, y ты без зонта. En la calle está lloviendo y tú no tienes paraguas. Мне, я живу совсем рядом. Yo vivo cerca. Четвертая фраза. Ты не знаешь, где находится ближайший супермаркет. No sabes dónde está el supermercado cercano. Я забыл купить хлеб. Me he olvidado comprar el pan. Ты пойдешь с нами на концерт рок-группы. Vienes con nosotros al concierto, al rock, ¿no? El concierto de rock. Я сегодня очень занят. Estoy muy ocupado. Итак, ставьте видео на паузу, делайте это упражнение, а потом мы его вместе проверим.
Давайте прочитаем с вами фразы. Ты можешь помочь мне купить билеты на поезд? Конечно, без проблем. Я ждал автобус час, потом шел пешком, потом потерял карту. Короче, я очень устал и опоздал на встречу. На улице идет дождь, и ты без зонта. Мне до лампочки. Я живу совсем рядом. Кстати, ты не знаешь, где находится ближайший супермаркет? Я забыл купить хлеб. И последняя, пятая фраза. Ты пойдешь с нами на концерт рок-группы? Да нет, наверное. Я сегодня очень занят. А теперь давайте сделаем вторую часть этого теста. Еще 5 фраз и еще 5 выражений. Фигня, блин, в смысле, прикольно, по-любому. Итак, начинаем. Давайте прочитаем эти фразы. Ой, и я забыл кошелек дома, придется вернуться. Me he olvidado la cartera en casa, tengo que volver. 2. Завтра на работе будет собрание в 8 утра. Mañana en el trabajo tenemos reunión a las 8 de la mañana. Обычно оно начинается в 9. Normalmente la reunión empieza a las 9. 3. Не волнуйся, ты сдашь этот экзамен. No te preocupes, vas a aprobar este examen. Ты очень хорошо знаешь материал. Sabes muy bien el material. El contenido. 4. Посмотри, я нарисовала эту картину сама. Mira, he dibujado o he pintado este cuadro yo misma. Вау, это очень у тебя талант. Вау, tú tienes talento. И последняя фраза. Я думал, это будет сложный проект, но оказалось, что это полная... Yo pensaba que este proyecto va a ser complicado, ¿no? Pero resulta que es... Ставьте видео на паузу, сделайте это упражнение, а потом мы его проверим. Ну и давайте мы проверим с вами последнее упражнение. Ой, блин, я забыл кошелек дома, придется вернуться. Завтра на работе будет собрание в 8 утра. В смысле? Обычно оно начинается в 9:00. Не волнуйся. Ты сдашь этот экзамен по-любому. Ты очень хорошо знаешь материал. Посмотри, я нарисовала эту картину сама. Вау, это очень прикольно, у тебя талант. Я думал, это будет сложный проект, но оказалось, что это полная фигня. Надеюсь, что вы правильно сделали это упражнение без ошибок. Я очень надеюсь, что вам пригодятся эти слова. Вернее, я не надеюсь, я это знаю. Эти слова вам очень пригодятся, потому что мы их очень используем, очень часто, каждый день в разговорах. Так что выучите их и употребляйте в речи. А я с вами прощаюсь, желаю вам замечательного дня и всего вам самого доброго. Пока-пока.